Пам-пам. Привет, друзья! С вами по-прежнему Геннадий, и по-прежнему я являюсь профессиональным декоратором, и в этом ролике я расскажу вам, как делать идеальное примыкание между двумя разными покрасками, двумя разными цветами покрасок. Также это абсолютно отлично применяется в декоративной штукатурке, когда мы хотим сделать какую-то акцентную стену, или когда мы хотим сделать ровную отбивку с уже готовым выкрашенным белым потолком. Я думаю, будет интересно этот лайфхак. Его на самом деле мало кто знает, даже опытные маляры, немногие его используют, но те, кто использует, добиваются идеального примыкания, идеальных результатов даже на супер контрастных стыках. А именно такой контрастный стык мы сегодня и сделаем при помощи скотча. На самом деле скотч не имеет значения, мы будем использовать стандартный любой скотч, который вы можете купить в любом строительном магазине. Тут именно фишка вся в технике. Ну что ж, друзья, приступаем к мастер-классу, будем посмотреть. Погнали! Лазерный стык. Итак, друзья, давайте приступать к нашему мастер-классу. Чтобы наш мастер-класс был максимально честный, вы понимали, какими материалами я работаю, давайте сначала вот этот наш планшет, на котором мы будем делать наш лазерный стык, сначала закатаем полностью белым полотном. Дело в том, что я хочу, чтобы вы видели максимальную контрастность, поэтому у нас будет два цвета. Сначала мы закатаем белым, потом мы обклеим скотчем и накрасим одну из половин черным цветом. После чего мы снимем скотч, и вы увидите, что стык идеальный. Еще раз повторюсь, не имеет значения, каким валиком вы работаете в данной технике. То есть у нас абсолютно стандартный валик. Да, он маленький, но это из-за того, что у нас просто образец небольшой. То же самое работает с любым большим валиком. И также я покажу вам, что у нас абсолютно стандартные материалы. Например, белая краска — это просто краска Tex моющаяся. То есть одна из самых бюджетных, дешевых вообще красок. Просто я взял то, что было под рукой, чтобы вы понимали, что такой идеальный стык, он не обусловлен какими-то супер качественными материалами. Ну, после такого введения можно закатывать. Сейчас я закатаю в два слоя, то есть получается, что мы имитируем как бы стандартную работу, когда мы делаем покраску, будь то покраска под декоративные штукатурки, например, под шелк, велюр. Зачастую нужна какая-то грунт-краска в цвет финишного покрытия, и как раз там тоже постоянные есть проблемы с примыканиями. Закатываем в один слой, после чего ждем высыхания примерно час, чтобы краска уже нормально подвпиталась, подстоялась. После этого я закатаю во второй слой, и после этого мы будем клеить скотч и делать стыковку с абсолютно черным цветом. Кстати, друзья, я еще покажу, какой краской я пользуюсь для того, чтобы делать обрамление для моих образцов. Кстати, вот один из них тут стоит, ну вот эти рамочки, чтобы вы понимали, да? Кстати, если вам понравился такой образец, эту работу на объеме можно посмотреть в моем инстаграме. В общем, ничего сложного. Если вы работаете на объеме, то самый правильный метод покраски — это когда мы начинаем красить снизу вверх, раскатываем ровное полотно от валика, потом берем новый материал, раскатываем рядышком еще одно полотно и постепенно, нивелируя стык, переходим на предыдущее уже полусухим валиком. Тогда, когда вы делаете такую стену именно вот такими полотнами, у вас она получается максимально ровная. Ну, соответственно, красить нужно в два слоя. Теперь ждем высыхания час и приступаем ко второму слою обклейкой скотчем. Друзья, прошел час, первый слой полностью высох, и теперь можно быстренько закатать второй слой. Тут особо объяснять нечего, так что ускорим этот момент и перейдем уже к следующему. Итак, друзья, прошло полтора часа, наша краска полностью высохла, но если вы уже действуете, работаете у себя дома или на объекте, то лучше, конечно, финишному слою покраски дать полностью высохнуть и хорошенько отстояться, и оставить ее на сутки, тогда точно без проблем вы сможете это все дело обклеить и четко снять. Я использую черную краску Tikkurila Joker, многие потому что спрашивали: Геннадий, чем ты обводишь рамки? Это вот такая краска Tikkurila Joker, и, соответственно, чтобы нам добиться черного цвета, используется база C, и по RAL этот цвет называется 9005. Сейчас я покажу вам эту покраску вблизи, чтобы вы точно увидели и поняли, что тут не идеальное нанесение, тут присутствует шагрень.
И сейчас вот просто я возьму обычный скотч из масс-маркета, средней ценовой категории, даже близко к нижней ценовой категории, и примерно на глаз обклею половинку нашего образца. У нас будет все как в рекламе Блендомет, где у нас левая половинка останется белой, а правую мы покрасим максимально черным цветом. Естественно, хорошенько нужно пальчиком место стыка прижать. И теперь, друзья, за счет чего, собственно говоря, должна произойти эта магия лазерного стыка. У нас слева белая, справа будет черная. Мы наклеили скотч. И всегда в таких случаях бывают хоть минимальные, но подтекания. И очень сложно их устранять. Что же нужно делать? Нам нужно просто элементарно взять краску, которой у нас покрашена уже левая половина. То есть если мы красим правую, нам нужно взять краску с левой половины. Допустим, если мы красим стену, нам нужно взять краску потолочную и пройтись просто кисточкой вот это вот место соприкосновения со скотчем. Сейчас все объясню еще раз и покажу. То есть вот что мы делаем. Мы взяли вот эту тексовскую белую краску и просто вот так я прокрашиваю вот это вот место соприкосновения со скотчем. И получается, что вот все микропоры, которые у нас были вот здесь вот на стыке скотча и свежей поверхности, они все забиваются цветом, который будет граничить с нашим черным цветом. Понимаете, как это работает? Благодаря такой технике мы уже реализовали не один художественный объект, где требуется такая фигурная классная покраска. Сейчас покажу вам пару кадров, как это выглядит. Друзья, привет! Вот он наш объект, который мы уже отрисовали. Сейчас покажу вам в деталях. Обратите внимание на стыки покраски. На связи. Вот это нанесение мы оставляем опять же на часик до высыхания и уже красим правую половину просто валиком, просто черный цвет. Это я поставлю уже на ускоренной обработке. Ждем высыхания и красим. Не мелочусь, достаточно жирным слоем покрываю, то есть все как в жизни, никаких тут постанов. Все, друзья, закатали. Кстати, краска легла очень плотно. Я думаю, даже не имеет смысла проходить второй слой. Но все-таки я пройду, чтобы все было максимально честно. Так, все высохло. Ну что, ребят, готовы? Снимаем скотч. Раз, два, три. Погнали, погнали, погнали. Пошел, 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 пошел. Хороший. Давай, давай, давай. Ну вот, прекрасно. Никаких подтеканий, никаких подтеканий. Сейчас покажу вам этот стык вблизи. Мне кажется, даже самый искушенный педант не докопается до такого стыка. Вы видели обычные валики, абсолютно обычные краски, даже можно сказать бюджетные краски, потому что текс вообще стоит копейки. И вот такой замечательный стык у нас получился, прям черный с белым. Сейчас покажу вам это вблизи. Пользуйтесь, на здоровье.